Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символике и сценарии апокалипсиса в новом клипе Rammstein «Adieu». 24 ноября 2022 года состоялась премьера клипа немецкой группы Rammstein на песню «Adieu». Ролик сразу же попал в музыкальные тренды YouTube и за 3 дня набрал более 8 миллионов просмотров. Новое творение Rammstein содержит прямые отсылки к их предыдущим работам, а также к шедеврам мирового кинематографа. Многие поклонники группы полагают, что смысл клипа сводится к завершению карьеры музыкантов и их уходу со сцены. На деле же сюжет видео строится вокруг разрушения колеса сансары и наступления апокалипсиса. Кроме того, в ролике присутствуют намеки на идею о нереальности нашего мира. Режиссером нового клипа Rammstein является Спектр Берлин, который уже не раз сотрудничал с артистами. Название песни «Adieu» в переводе означает «до свидания». Вот почему многие фанаты восприняли ее как прощание музыкантов со сценой. По факту же это слово обращено ко всему нашему миру. На первых секундах клипа мы видим театр оперы Гарнье в Париже. Это здание для съемок было выбрано не случайно. Его история окутана множеством мистических тайн, связанных с иллюминатами. В подземельях театра находится озеро, к которому подходят каналы, а также десятки запутанных коридоров. Здесь вполне могли проводиться обряды участников тайных обществ, а также эксперименты над людьми. В настоящее время вход в эту часть оперы для посетителей закрыт. Из крыши здания исходит красный световой луч. Данный момент дает отсылку к клипу Rammstein Deutschland, в котором присутствовали подобные кадры. Этот ролик был переполнен дьявольской символикой, а участники группы появлялись в нем в десятках разных воплощений. Световой луч может символизировать связующее звено между адом, нашим миром и небесами. Далее мы видим Тиля Линдеманна, который высовывается из мчащегося к зданию оперы фургона. Этот момент напоминает кадры из фильма «Темный рыцарь» и дает отсылку к его главному антагонисту Джокеру, символизирующему самого дьявола. Следом камера делает акцент на подвешенном к лобовому стеклу кресту. На самих участниках группы Rammstein можно увидеть обилие христианской символики. Один из музыкантов одет в рясу католического священника. Образы участников группы дают отсылку к крестоносцам, сражавшимся за веру во времена Средневековья. Они совершали чудовищные вещи, прикрываясь именем Христа. Это может быть актуально и в нынешнее время, когда якобы объявлена война сатанизму. По факту же любые боевые действия не имеют ничего общего с Богом-творцом, который одинаково любит всех людей. Далее в клипе показывают Христиана Лоренса. Он вырывает листок из маленькой книги, судя по всему являющейся Библией, и проглатывает его. Этот момент дает отсылку к 10 главе, 9 стиху Откровения Иоанна Богослова. «И я пошел к ангелу и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». Поедание книги отождествляется с приобретением, принятием, присвоением высшего знания. На этом моменте на пальце у Лоренса можно увидеть масонский перстень. На следующих кадрах клипа Христоф Шнайдер завязывает себе глаза. Данная сцена дает отсылку к эпизоду из фильма «Матрица», когда Нео лишился зрения и начал воспринимать мир в виде энергии. Оливер Риедель надевает на себя шлем в виде креста, после чего фургон подъезжает к зданию театра. Когда он останавливается, можно хорошо рассмотреть его номер Liefeld 6. Это отсылка к 6-му альбому Rammstein «Liebe ist für alle», да, в переводе означающему «любовь есть для всех». Участники группы Rammstein поднимаются по крылечку и заходят внутрь театра оперы. В глаза бросается шахматный пол, символизирующий у иллюминатов единство добра и зла. Из центра зала вверх поднимается световой луч. По обеим сторонам от него стоят люди в черных костюмах с глазами, подсвеченными красным. Вероятно, что они символизируют стражей системы. Войдя в помещение, участники группы Rammstein стреляют в охранников. После этого начинается перестрелка с людьми в черном. Все это дает отсылку к эпизодам из фильма «Матрица», когда Нео и Тринити идут спасать Морфеуса. Под тревожную музыку главные герои движутся к металлической двери, параллельно отбиваясь от противников. На двери можно заметить надпись «Мутор 22». Мутор дает отсылку к одноименному суперкомпьютеру в фильме «Чужой», который находился за похожей дверью. Число 22 с одной стороны указывает на нынешний год. С другой стороны, число 22 имеет большое значение для иллюминатов.
В еврейском алфавите 22 буквы, а в Кабале 22 означает «полный круг совершенства». В Древнем Египте было 22 иерофанта, которые владели тайными знаниями и манипулировали сознанием всех остальных людей. Считается, что миром управляют именно с помощью этого числа. Камера делает акцент на статуе Пифии, установленной в здании Парижской оперы. Это, в свою очередь, вновь дает отсылку к фильму «Матрица», в котором Пифия представляла собой программу, созданную для изучения человеческой психологии. Параллельно с этим начинают мелькать кадры, на которых участники группы «Рамштайн» показываются внутри капсул с подключенными к ним проводами. Все они покрыты слизью и находятся в состоянии глубокого сна. Очевидно, что это также образы из фильма «Матрица». В нем люди всю свою жизнь проводили в капсулах, питая своей энергией машины. При этом они были подключены к иллюзорной реальности и считали ее настоящей жизнью. Фильм «Матрица» является своеобразной догмой иллюминатов. В одном из своих интервью Киану Ривз, исполнивший роль Нео, сказал: «Правда в том, что «Матрица» — это документальный фильм». Неудивительно, что отсылки к сюжету этой кинокартины постоянно присутствуют в творениях звезд шоу-бизнеса. С помощью ноутбука Лоренс взламывает металлическую дверь, и участники группы заходят вовнутрь. На этом моменте обратимся к концовке клипа. Во время титров все музыканты показываются мертвыми, а на ноутбуке Лоренса только догружается ключ, с помощью которого была открыта дверь. Это говорит о том, что в нашей реальности главные герои погибли во время перестрелки. Все, что происходит с того момента, как музыканты переступили порог металлической двери, больше не принадлежит к физическому миру. Далее в клипе участники группы «Рамштайн» с интересом осматривают свои точные копии в капсулах. С учетом того, что в настоящем их убили, можно сделать вывод, что это некая метавселенная или матрица внутри матрицы. Что самое интересное, музыканты не заметили свой переход в иную ветку реальности. Участники группы «Рамштайн» прощаются со своими двойниками, решая их уничтожить. В фильме «Матрица» в капсулах находились именно настоящие тела людей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в клипе двойники уничтожают свои оригиналы. Этот жест может быть связан с желанием прервать бесконечный круг перерождения. До тех пор, пока настоящие тела находятся в капсулах, им могут подгружать все новые и новые виртуальные миры. В итоге человек проживает одну жизнь за другой, постоянно воплощаясь в разных ипостасях. Далее в клипе действие переносится в совершенно другую локацию. Она напоминает преисподнюю. Участники группы «Рамштайн» находятся в клетке в окружении застывших в одной позе людей. Они могут символизировать грешников, обреченных на вечные муки ада. Именно из клетки, в которой истязают музыкантов, поднимается световой столб. Сами участники группы «Рамштайн», заточенные в клетке, могут символизировать темную сторону природы человека, то есть внутренних демонов, с которыми идет непрерывная борьба. В целом локация дает отсылку к фильму «Война богов. Бессмертные», а именно к подземельям горы Тартар, где томились титаны. На следующих кадрах участники группы «Рамштайн» вместе с окружавшими клетку людьми взмывают к небу. Этот кадр дает отсылку к фильму «Война богов. Бессмертные». Он рассказывает об освобождении титанов, которые вступают в схватку с богами. В фильме Зевс, видя, что титаны выбрались из клетки, напоминающей ту, что была в ролике, обрушивает гору Тартар. В этот момент падают огромные статуи и заваливают все пространство горными обломками. Нечто схожее мы видим в клипе «Рамштайн». Однако здесь колонны обрушают сами музыканты, которые перед этим прыгнули в пропасть к исходящему лучу света. Получается, что они уничтожают ад и темное воплощение самих себя. На заключительных кадрах клипа, после того, как каждый из участников «Рамштайн» был показан лежащим без чувств, световой луч гаснет. Это может быть свидетельством того, что главным героям удалось вырваться из колеса сансары и остановить бесконечную череду своих перевоплощений. В то же время для них это означает конец мира. Отсылки ко многим ранним работам «Рамштайн» в клипе «Адью» также олицетворяют прощание участников группы со своими прошлыми воплощениями. В целом клип «Адью» в сочетании с текстом песни намекает на скорый апокалипсис. Музыканты говорят «до свидания» не своим зрителям или сцене, а всему миру, предрекая его разрушение. В то же время под миром они понимают иллюзию, которая должна исчезнуть. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.